Туру-пурум-пум. Пу. Я же говорил, опять яйцо красное. Блин. Вот блин, а. Ну точно. Тарам-парам-пам. Пу. Так. Надо что-нибудь написать. Ух ты. Здорово, Мишань, мам, привет. Здорово, хорошего стрима, Москва на связи. Сереж, ну, как обычно, красавчик. Самый первый. Короче, ты пишешь там, я пишу там. Да. Так. Стрим. Чпоньк. Тара-парам-пам. Пу. Ага, Верочка. Здравствуй. А я написал. Или ты так быстро пришла? Вот это ничего себе. Круто. Это прям вообще круто. О, Антоха. Здравствуй, Антон. Написал, у меня WhatsApp не просветился, да. Антон, Сережа, Миша, привет вам. Арсен. Арсен, здравствуй, дорогой, здравствуй. Молодец, Арсен. Сказал, что зайду. Бах, зашел. Красавчик. Молодец. Тара-тара-там. Пу. Алевтиночка? А ну-ка, подожди. Что же это такое? Точно, Алевтина. У вас, Сереж, с ней аватарки одинаковые. Да. Ну, то бишь, безаватарочные. Миша, я работала и у своего выходные было. Ага. Настенька, Настюша, привет. Да ладно, какие люди. Обалдеть, вообще в шоке. Че, серьезно, Настя? Сама Настя пришла. Аллилуйя. У меня что-то, я ваш слышу, а завис экран. Ну, ох, нифига себе. Не будь в шоке. Да. Аля, привет. Аля. Алевтина. Да, это же Алевтина, да, точно. Алечка. Опять у меня лицо. Алевтина, я хорошо, еду на погрузчике по Москве. Вот это нихера себе, ты смотри там за дорогой, это не в деревне, Сереж. Сейчас какой Бентли собьешь. Пришла и ушла, лайк с меня. Че, я так не играю. Не, ну так неинтересно, Настя. Ну как вот так? Ну как? Скажи мне. И снова все свои, сейчас Юра придет. Сережа, когда ты дома будешь? Миша, тут 1 километр перегородить, а пробка уже 10 минут. А, вон что. Понятно. Яшно. Ну что, неинтересно, еще работаю с 8 до 7, устаю как лошадь. В смысле, ну что неинтересно? Я сейчас Ну нифига себе, куда ты устроилась-то вообще работать на такую работу? Обалдеть. Простите, залагал VPN, я с помощью VPN зашел в YouTube. А, у вас же там точно, Арсен. Да, у вас там YouTube запрещен, там туда-сюда. Ужас какой. WhatsApp запрещен, да? Как день прошел? Безвозвратно, Арсенчик.
безвозвратно. Вот так вот. Сереже, отдыхать нужно. А то Порш подвинул, потом Хулиган. Здравствуй, хулиган. Здорово, братиш, здорово. Всем приветик, приятного вечера. Взаимно. Взаимно, да. Чё, как день прошел, говорит? Да как, работал. У меня еще волосы сырые. А можете... Я ждал этого вопроса, Арсен. Ждал. Прям влюбился парнишка в эту песенку, в мою собственное сочинение. Мы вчера все поуходили, а мы с ним сидели, короче, еще несколько человек. Я ему раз 5 включал мельницу. Артем, здравствуй, дорогой, здравствуй. Ты мне сказала, что мы не пара, слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиной у языки. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блесну слезинкою, как капелька росы. Теперь об этом мне поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелят языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Еще раз. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Да, вот такая песня. Тёма, здравствуй. Наталья Валерьевна, здравствуйте. Всем здравствуйте, ребятки, кто зашел. Так, что это такое-то тут? Настройка сети. Чего? Ничего не надо, тут никакой настройки мне. Вот не надо мне. Артемка, здравствуй, дорогой. Ой, талант, крутой. Да хорош ты. Ты чё, Арсен? Нет, это так просто. Прекращай. Спасибо, конечно. Ну, блин. Какой крутой. Ты что?
Одна единственная песенка моя и все. Вот теперь Арсенчик там, я не знаю, тогда поставил ссылку или что. Можешь звать своих друзей хоть всех. А вчера было что? Вчера было поздно, я бы не пел, а сейчас можно петь. Макс Студио, здравствуй, дорогой, здравствуй, здравствуй, рад видеть тебя на моем канале в очередной раз. Я рад, что вы заходите, ребятки, ко мне, поддерживаете меня. Ура! Конечно, я же вчера тебе, Арсен, объяснял, что сейчас я буду петь, что стрим только начался, 10 минут всего лишь идет, обалдеть. Надеюсь, никто не забыл, да, поставить лайкосик. Вот, да, по-любому. Что-то я не понял, почему-то у меня YouTube каждый день срезает минуты. Все меньше и меньше. Вчера было 34 тысячи, сегодня 33. Ну как это понимать твою? Жалко нет Миха. Не понял, Артем. В смысле? Артем, я третий у тебя, иди ко мне тоже на чай. Ну, он не ходит, он сидит тут. Вот, Наталья Валерьевна. Просмотров? Да, нет, минут. А просмотров у меня там 57 тысяч, что ли, я не знаю. Вот. А вот минут у меня было... Неделю назад у меня было 40 с лишним тысяч минут. Сейчас у меня 33. Я не понимаю. Может быть, я что-то не понимаю. Либо бред какой-то. За что снимают? Вот вчера у меня, например, был стрим 4 часа. А в часах сколько? Мало, Наташ, мало. Очень мало. Надо же в часах. А вы можете спеть в кармане не густо? Нет, Арсен, я такие песни не пою. Как можно ее под гитару спеть? Ты что, смеешься, что ли? А в кармане мани не густо. Ну вот представь, как ее можно спеть под гитару? Это невозможно. Так что так, Наташ. Такой какой-то бред. Я не понимаю, что происходит. Ну, в принципе, ладно. Хрен с ним. Хрен на них, короче. На этих ютубовцев. Вот. Что пусть хотят, то и творят. Все равно до монетизации мне даже подписчиками очень много еще. А уж минутами подавно. Да я даже не думаю об этом. Просто мне обидно. Я веду стрим каждый день. И вот у меня все меньше и меньше. Ну так вот, глядишь, месяц через 2 до нуля дойдет. Как, я не понимаю. Короче, Михаил, жалко нет. Это означает, типа, нам не трудно зайти, поставить лайк, посмотреть твой стрим. А, ну я понял, Артем, я понял тебя, хорошо, я понял. Артем, я понял тебя, да. Да, Вер, сейчас споем, сейчас. Дайте мне выдохнуть. Споем, конечно. Трудно что-то. Вчера смотрю, на улице сидит какая-то собака, ну, кот, я офигел, сидят. Подружились, да, ребят. Так, в этом листочке нету. Где ты? Где ты, песенка? В смысле? Я что-то вообще ни хера ничего не понял. Здравствуйте.
Анжелика Веселкина. Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте, здравствуйте. Рад. Рад, что зашли ко мне на стрим. Это хорошо. Да. Это прям изумительно. Только я вот песенку не могу найти. Куда она делась? Испарилась? Не, ну что-то вот так вот дело не пойдет. А вы кофе любите? Ну да, в принципе. Как такое вообще может-то быть? О, Танюшка, привет тебе, привет, радость моя, привет. Я что-то песенку потерял уверенно. А куда надо идти, Наталья? Мишуля, я тебе песню послала допеть в Смуле. Как это? Кофе, который варится. А, я понял, Арсен. Понял. Вот она. Что-то у меня, я не понял, с работы что ли такой? Или что это? Вот она, я ее листал, перелистывал просто и все. Вообще, может на акустической ее спеть, а? Все, начинаю дергаться под песню. Ноги в пляс просятся, да? Ну, вторую партию про любовь в Ялте. Анжелика, радость моя, если я песню не знаю, я ее петь не буду. Потому что у меня и времени нет, ребят. Я вот неоднократно объяснял, что пока у меня нет времени. Вот, когда будет у меня побольше времени, то и, естественно, я буду разучивать песни. Босоногое мое помнит, как бегло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыни. У меня под майкой голубок белый, я его сменял с утра на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливей в эти дни. Там высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. И казалось, будто в вышине синей птицы написали мне ее имя. И вот эту память о любви первой я с собой как ладонь пронес. Высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист осень, укрывает бережно зимы просить. Старые привычки бережешь свято, мелочи приковывают взгляд. И когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством, поднимая в небо голубей белых, словно много лет тому назад. Там высоко
только небо синего. Ярик, здравствуй, Полли, привет. Всем здравствуйте, ребята. Не забываем ставить пальцы вверх. Ну, те, кто не подписан, я по-любому, здесь таких нет, все подписаны. Я с собакой сижу и слушаю, собака прижалась ушком к колонке. Серьезно? Нормально. Спасибо, да не за что. Вер. Мне же не трудно. Что это такое? Здорово, Андрюш. Ух ты. Ух ты! А что это такое, я не понял. Заедать. Миша, а мне можно? А, Танюш, какой-то руки вверх, что-то крылья. Я не знаю такую песню. Серьезно. А что это было вообще? Это, наверное... Нет. А что? Заедал сейчас стрим. Надо модем все брать. Модем надо брать, блин. Опять заедает, смотрите, что. Вот собака серая. Можно медузу? Да ну брось, ты чё? Какую медузу? Это вчера так порекалывались, сидели. Ну что ты, Арсенчик, кидай ссылочку там, куда ты говорил. В инсту, туда-сюда, шарум-бурум. Танюш, какая песня? Ну-ка, напиши слова в начальные. А, вот, я же говорю, что это сучий. Вот так вот. Сейчас мы его... Steam этот нахер он нужен вообще. Так. Выход. Вот так. Технические неполадки. Да компьютер ни о чемный. Замучил этот комп. Собака. Саш, здравствуй, Саш. Здравствуй, Саш. Привет, человеки. Советская песня, господи. Сейчас, подождите. Где твои крылья, милый, лети, что-то там. Я только знаю, в омут твоих глаз снова упаду. Привет, мои дорогие друзья, всех с праздником, рада вас всех видеть. Здравствуй, Елена, здравствуй. Приносим свои глубочайшие извинения. Ты по поводу, Артем. Нет. Не та. Ну, не знаю, Тань, ну, по-любому я руки вверх знаю. Значит, какое-то просто забыл. Вот видишь, вот я не знаю. Да сейчас вот был бы, я бы открыл бы сейчас, так, набрал бы, минус бы нашел и спел. Ну, приходится довольствоваться только гитарой. Миша, Мурку давай. Да какую Мурку? О чем вы говорите, ребят? Какая нахер Мурка? Вечером меня забрал, я уехал, отрубилась муха, ходил не жужжал, будить не хотел. Наталья Валерьевна, привет, красавица моя. Лена, привет, голубка, лайки по поводу технических неполадок. Я понял тебя, понял. Просто все тормозит у меня. А, вон что тема.
Кто ворчит? Я ворчу. Лена, о чем ты? Земля в иллюминаторе видна. Арсен, какие-то у тебя интересные песни, не знаю. Я знаешь, что могу? Сиреневый туман, например. Знаешь такую песенку, Арсенчик? Да. Вот давай я сейчас тебе, не тебе, конечно, одному, всем, раз ты хочешь советскую какую-то, СССРовскую. Текс. Привет с Киева, привет чату с яблочным спасом всех. Юр, здравствуй, я вчера видел, ты поздно начал стрим. Вот, и, короче, я даже, Юр, я даже не стал заходить, просто вот не стал, потому что у меня у самого так получилось, что, короче, стрим шел аж 4 с лишним часа. Ускакал, улетел, Миша. Тебе набрать всего, что хочешь, и удачного стрима. Спасибо, Наташа, спасибо огромное. Спасибо, что забежала. Да, вот, кстати, спасибо, что забежала. Я пою только для Поли и Сири. О, как. А я пою для всех. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на 2, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я. Последнее прости, с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Да, Танюшка Сичихина. Опачки, приветули, Танечка, приветули. Привет сыну. А сын там играет что-то, не знаю. О, 30 минут, пойду я курить. Ага. Так, вам сейчас что-нибудь поставлю. Вы посмотрите, а я в это же, тихо, в это время подымлю. Да? Да.
Так. Мельница. Да ну, Арсен, ну мельница. Ну давай один раз поставим мельницу. Прям вот понравилось пареньку. Мельница моя, это прям вообще ни одному, наверное, так не нравилось, как ему понравилась мельница. Я в шоке. Да. Так, источник меди. Да, она стоит, эта мельница. Да, конечно, вот она. Ну. Сейчас я вернусь, ребята, не разбегаемся. О, Сара, привет. Сара, привет. Сара, привет. Привет. Да. Здоровье гробишь. Да, все равно все умрем, Саш, ты не знал об этом, а я знаю. Да. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Так. Нет линз, просто такие глаза наглые и хитрые. Какие линзы, Сарочка? У меня, да, у меня голубые глаза. Просто сейчас свет плохо падает, а так. Ну там в Смуйле есть, короче, даже на канале есть. Песенки, короче. Прям там видно мои глаза такие. Вы так быстро покурили? Да, быстро.
Вот. Юра, сегодня 3 стрима. Это кто там бродит? Обалдеть. Интересно, интересно. Михаил Цвет, глаз красивый. Спасибо, спасибо, Сара. Спасибо. В 15 лет, в 16 я ее, Арсен, придумал, значит, получается, это было 21 год назад. Подожди, какой 20? Да, кошачий. В смысле кошачий? Я не знаю, о чем вы, короче, ребята. Кошачий цвет глаз. Какой кошачий? Здесь голубые глаза у меня, не зеленые. Тарам-парам-пам. Тарам-пам-пам. Вот так вот. А, Тёма, здравствуй. Я тебя видел час назад, короче. Ну. А что вы курите? Сигареты обыкновенные. Разные марки, разные. У меня штук 5-8 моих клонов летают. О, как нифига себе. Прикольно. Зеленые и бегают как у кота. Нет, у меня не зеленые, Саш, глаза, у меня синие глаза. Так. Лайк на носу. Сейчас настрою. О, лайк на носу. Вот так вот, вот, да. Ир, я не видела ни одну. Я тоже еще не видел ни одну. Все, я тут. Так, Сережка пришел. Кто-то стучится в дверь, секунду. Так, дядь Миш, надевайте линзы, чтобы не говорили про вас гадости. Да не шутит, так Арсен, шутит. Они пока успокоились, Юрий ходил один. Сосед пришел, да, сосед пришел, ну, парнишка. Вот, гитару свою забрал, так что осталось электро только электро. Ну, в принципе, ладно. Сказал себе, да. Раз не делали. Соседу привет. Глаза, Мишка, какие у тебя глаза? Какие синие у меня глаза? Синие. Да. Не, ну да, вот сейчас кажется, что зеленые, но они на самом деле синие. Ну, Other Game. Здорово. Здорово. Ну вот и говорю синий. Ну, да, Сереж, да, да, да. Гейм. Парам-парарапа. Как у вас дома дела? Да нормально все. Мать щи готовит, короче. Сын играет. Сын, короче, у меня в воскресенье его повезу. Все, домой. Надо топать за пивком холодным. Пиво пить, Сереж. А ну хотя. Кальмаров возьми к пиву. Кальмаров сушеных. Тема. Или фисташек. Голубка, мне. А мне? Соседу привет. Так что, Юр, я вчера вот, я увидел, что у тебя поздно начался стрим. Миша, какие глаза у голубки? Блин, я не помню. Пипец.
Я в шоке от этих пробок в Москве. Да там, Сереж, там постоянно пробки, постоянно все строится и строится и строится, строится и строится. Не знаю, как там люди живут. Я бы никогда не захотел бы жить в Москве. Там ужас просто. Ну, не знаю. Да. Вот. Миша, поймай и посмотри. Да-да, строит и строит. Да, Сереж. Для кого строят? Там, чтоб хату купить, там. По 40 часов в день надо работать, короче. И то не накопишь. А люди как-то покупают, не знаю. Я думаю, в Россию поехать. Как у вас в России? Куда можно именно поехать? В Россию куда? Лямов 8 готов и будет хата. Офигеть. Я у себя в Дергачах за 8 лямов. Ой. Короче, ладно. Да. Что-то, Арсен, ты сначала битбоксером был, потом паркурщиком хочешь стать. Теперь хочешь в Россию поехать. Ты определись. У меня есть 2 хаты. Ничего себе. Обалдеть. Да-да, я тоже в своем Оренбурге много чего могу взять. Ну, я и говорю, Сереж, про это. Все нормально, но сразу нагрянула проверка YouTube, бутербродное масло. Пришлось убивать эту мелить. Бутербродное масло. Я тебе говорю, Юр, поэтому я в тот раз вот. Таких вот они хейтеры. Понимаешь, это хейтеры, это люди, которые у тебя сидят, там, может, у меня сидят. Вот. Им делать нечего, может, зависть их берет. Вот они переобуваются и начинают ходить, всякую хрень нести. Таких, зачем их слушать, что они что-то там пишут? Сразу их надо в блок и все. А то, что минусы там будет ставить, да похеру, пусть ставит минус. Зачем вот это вот сидеть, смотреть вот эту блевотину, как они пишут всякую хрень просто. Вот так. Да, Миш. Ну, я про то же, да. Блокать их и все, да. Штунов Наташку дергать за косу. Детство, ты куда? Я знаю ее, но не всю. Вот, Саш. Ой, Тань. Саш. Детство, ты куда бежишь? Не наигрался я еще с тобой. А может, она у меня есть вот тут где-нибудь? Пельмени? Фу, блин, какие пельмени? Серый, ты чё? Опять? Ну, опять. Так, ну что я сделаю, если у меня ее нет? Ну, так, это тут точно нет. Мишка, в смысле какие? Да зачем пельмени тебе-то? Нахер они нужны тебе? Можете спеть что-нибудь? Кози. Это я не понял. Про Наташу не надо, пусть платят и споют. Да нет, что платите, вы что, смеетесь, что ли?
совсем в смысле плохо. Ну и ладно. Подожди, Танюш, может есть. Ходите на передачу. Юсуф Шоу. Здравствуй, Юсуф. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Ходите на передачу «Голос мельницы», спойте там вас. Да брось, ты прекращай, Арсенчик. Нет. Ты что, смеешься, что ли? Нету ее, нету, Танюш, нету. К сожалению, Танечка, нету этой песни. Детство, детство, ты куда бежишь? О, Рип, Рип. Здравствуйте вам, здравствуйте, ребятки, заходите. Что, заходите, спасибо огромное. Смешное. Нету и не надо, уголек, да. Нет, сейчас подожди, сейчас споем Танюше батареечку. Опять искать, сука. Тара-та-тара-та. Это где? Это вот тут. Ладно, я пошел в магазин. Давай, Сереж, давай, забегай. Давай. Забегай. Ага. Не, ну... Так, в смысле? Да, в смысле? О, батарейка. Я с вами, друзья. Таня, будешь батареечкой. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Воу, я ее батарейка. Воу, я ее батарейка. Я тосковал по тебе в минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Воу, я ее батарейка. Воу, я ее батарейка. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. Лишь у любви у нашей села батарейка. Воу, я ее батарейка. Настенька, привет тебе, Жаткина, которая прям, блин, разрекламировала меня и себя, прям офигенно получилось, да. Спасибо, Настюш, привет. А у вас гитара на электричестве работает? Лучше простую купить. Да, ошибаешься. Если бы хорошая гитара была бы, комбик, тут бы такой звук был бы, что
Вы бы сказали: не играй на акустической, выкинь ее в окно нахер, соседу отдай вообще все. Играй на электро. Ну да ладно. Я опять с вами, я рад, Полли. Ну куда-то ты бегаешь, да, убегаешь, не знаю, прибегаешь. Мишка, спой песню. Ну вот приехал я в город Сочи. Не знаю, Сереж, такое. Печаль. Миша, ну господи, заказы прям один за одним. Я ее с Молей, Танюш, я ее пел неоднократно, а тут у меня нет слов на эту песню. Михаил Бриллиантов. Здорово, Мишаня, спой «Уголек». Это кто-то из своих, вот этот Михаил Бриллиантов, это по-любому, это кто-то из своих переобутый. Я спою один, хорошо. Мишань, тезка. В любом случае, сейчас споем «Уголек», конечно. А кто это вообще? Не знаю. Варм 07. А, все, понял, дружище. Сейчас споем «Уголек». Кстати, кто-то еще просил. Да, сейчас мы ее споем. Мать говорит, спой один. Она же поет со мной ее постоянно. Вот, но не хочет она сейчас петь. Устала она. Ищи готовить. Значит, будем петь. Я буду петь, вы мне будете подпевать. Да? Да. Уголек мой, уголек, на окурке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар.
Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Да. Мало не хватает. Михаил Бриллиантов. Лайк. Мишаня, ты подписан, да? Я так понял, ты подписан, да. Стрим. Сереж, да кому ты там пишешь, господи, там нет никого. Артем тут был, Алевтина была, Настя даже была, остальные что-то я не знаю. Подписан. Ну, я понял, что ты подписан, да. Да вроде нормально. Миша, привет. Да. Бриллиантов. Че, серьезно, Мишанька, такая фамилия у тебя? Если серьезно, то круто. Или это псевдоним? Блин, мочи готовить, у меня слюни текут просто. Я не могу прям. А можете спеть какую? Давай фактор 2, война. Слушай, а у меня она записана разве? Мне кажется, нет. Да, фамилия такая, да? Вау, нифига себе. А, не, подожди. Про солнце, солнце. Не знаю, Арсен, такой песни. Не знаю. Без огорчения. Война. Слушай, мне кажется, Миш, у меня нет ее. Войны этой. Был на работе. Конечно, Стас, ты чё? Естественно. Был. Так вот именно, что я в 2 часа уснул, в 7 проснулся, и мне как будто бы я спал неделю. Что за организм? Как-то. Да нет у меня войны, чё я сегодня нет. Ох, нифига себе, а чё-то. А шансоны знаете какие-нибудь? Да много чего знаю, Арсен. Праздник какой-то. А, праздник какой, ясно. Какой-то праздник, да, не знаем какой, но выходной дали. Помню, как в том году, короче, 1 июля, когда наши испанцев обыграли, на 2 июля, что ли, там, в связи с тем, что вчера Россия обыграла Испанию, сегодня объявляется выходным днем. Ну, потому что, ну, понятно, все в дрова. Ну, ладно. Не знаю, что было бы, если бы мы хорватов обыграли. Англию мы бы обошли бы. В финале бы французам, скорее всего, вероятнее всего проиграли. Ой, что было бы, это, да, страшно подумать. Круга. Давай, Тёма, сейчас я спою круга и не пойду курить. Че, где? Вот. Да, я по заказу делаю все, сегодня все в церковь ходить. А, понял.
Не, шансон весел. Нет, я под гитару-то в основном пою. Такие грустные песни. Арсен. Где там твои друзья? Обещанные с Инстаграма. А, Арсенчик? Ладно, для Романа Ивадова, надеюсь, правильно фамилию произнес, и для всех присутствующих споем песню круга. Приходите, мой дом называется. Мельницу я буду включать, потому что она высокая для меня, да. Я им сказал, надо было ссылку на канал кинуть, но... Ну да ладно. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Лимба 333. Ваня. Ваня, точно. Ваня же. Вань, здравствуй. Если нет, то не Ваня, если ошибся, то извини. О, Михаил лайк. Спасибо, Миш. Тезка, спасибо. Ой-ой-ой. А вы так быстро курите. Да, да.
школе уже не те года учиться. Артем, как говорил великий Ленин, учиться никогда не поздно. Ну вот. Понравилась брату песня, Арсен? Ну, пусть подписывается на мой канал, друзей зовет, будем все вместе петь. Да. Так, я пошел дымить. Зашел поздороваться, потом еще зайду. Хорошо, Вадь. Что это? Ага, понятно. Что куришь? Сигареты, Стас, я курю. Разные казахстанские, короче, что привозят из Казахстана. Это в магазине. Мы берем и курим. Было бы время. Ну да, в принципе. Так, так значит, пойдем с самого начала. Вот это вот. И погнали. Какие? Я не знаю. Разные это плохо. Да мне по барабану. Мне лишь бы дым был и все. Вот так вот. Устройство за... А, да. Чпоньк. Сейчас я вернусь. Да я тоже, ты че, каким хулиганом? Хулиганом. Да нет, конечно же. Учились. Да, вот. Мучились. А сейчас бы с удовольствием пошел бы в школу бы. Ну, заново. Прям вот в первый класс. Эх, ни забот, ни хлопот. Ни детей, ни полетей. Все в СССР хулиганы были. С чего ты взял?
чего ж ты взял, Арсен, что в СССР все хулиганы были? Стас, да что нам это образование среднее дало? Я вот, у меня средняя школа, 11 класс. И что толку? Я потом в Хабзаке выучился на сварщика. Все, до сих пор работаю. Прикинь. И то после школы я год просто херней помаялся. Вот. Мне сказали, иди хоть на сварщика выучись. Тебе профессии никакой нет. В армию не взяли. Потому что я худенький, на почке какая-то херня, не знаю. Вот. Они бутылки разбивать любили, бомбы делали, господи. Где ты этого, Арсен, насмотрелся, либо начитался, не знаю. Теперь свечи меняю, радиатор. А я варил, короче, машины. Это не мое вообще. Нахер надо. Такой гимор, все это подогнать миллиметр в миллиметр. Ну вот. Ну да. В Ютубе обучают бомбочки делать. Смотри, доделаешься, руки оторвет. Бомбочки. Там надо делать в механике, менять. А что с пересылкой с Великобритании? Ну я ж тебе сегодня говорил. Он мне номер написал, сказал, звони завтра. Завтра я позвоню ему. Он сегодня на работе. Вот. Тара-тара-та-та. Мам, закрой дверь. Да закрой дверь, не надо, чтобы соседи там потом... Соседи говорят, наоборот, что ты поешь. Закрой дверь. Закрой. Закрой, да. Мы только сейчас тебя, Эдни, вспоминали. Я забил твой номер, да. Завтра тебе звякну. Как такое может быть? Только сейчас вспоминали, и вот он ты. Привет тебе, привет. Стирается. Один раз я доску свечкой намазал. Не, мы так над учителями не издевались. Зачем? Они нас учат уму-разуму. Учили. Вас учат. А что вот так? Созвонимся, да, созвонимся, хорошо. Сейчас учителя почти все в телефонах. Я не знаю, когда я учился, не было никаких вообще телефонов. У нас мел дробили, на сиденье ставили. Где вы учились вообще? Понятия не имею. Потом всем давали прикурить. Раньше в столовых вкусно кормили. Ты хочешь сказать, сейчас плохо кормят, что ли? Сейчас наоборот лучше кормят в столовых.
Помню, как по болезни там, ну, неделю-две, а это самое, дома отлежишься, потом приходишь, тебе талончиков выдают, ты идешь в столовую, этих булочек тебе там вот такую сумку дадут, и давай всем раздавать. Настенька, привет тебе, я вернулся, я рад. А ты со мной здоровался или нет, не знаю, я не видел. Ну, скорее всего, я пел, как раз ты здоровался. Может, нет. Будь здоров. Не слышно. У нас, ты представляешь, я еще даже до Ютуба не дошел. До Смуйла не дошел. Представляешь, я вообще в шоке. Сейчас стрим закончится, обязательно надо посмотреть, что же он расчихался. Просто я еще сопляком буду в сравнении с Михаилом. Жаль, у нас нет такого талона. Я тоже забегала, но на минуту. Какие года закончили, Михаил? Блин, так, 1982 я родился. Плюс 6. 88. В 88 я начал. 10. В 99 году. 1999 году я закончил школу. Ну, примерно, да, 1999 год. Ко мне там дети присоединяются к песне «Грустный дэнс». Насть, не переживай, всех посмотришь, там столько будет народа. В 2005. Потом еще 5 лет учился на автомеханика. Ёкарный бабай, 5 лет. Где народ, да. Где народ? Я не знаю, я жду твоих там инстаграмщиков всяких, вконтактщиков. У меня уже там много. Сколько у тебя там уже человек? Подписчиков? Сколько там у тебя, Настюш? Ну-ка, поделись. Нет, детей много присоединяется. Ну да, это знаешь, вот споешь там, мы с тобой, Медузу, что еще, вот это вот, не забудь, твой любимый цветок, воздушный поцелуй, стань, да, вот эту, потом что еще, ну, короче, Тима Белорусских, вот это вот, да, и начинают присоединяться дети с видео. 707. Да не здесь, Артем, не на Ютубе, а в Смуйле. Наташ, привет тебе, привет, всем привет. Все, короче, модное среди детей, да. А там девчонка есть, короче, одна. Я на нее подписан здесь на Ютубе. Ей 9 лет, что ли. Она со всеми популярными поет. И популярные там видео, которые там видела же, да, в Смоле. Она там почти кругом. Девчонка такая беленькая, маленькая. Хорошо поет. Даже очень. Ну, она, короче, что-то где-то в «Голосе», что ли, участвовала, не знаю. Ну, я все я электрик автомобильный. Михаил, прочитай выше. Наташенька. Ай. Сара, привет. Не знаю, Сара, я пропустил твой комментарий. Каверы поет. Сара, а можно продублировать сообщение? Сара. У тебя, я был там в Смоле, подписался. У кого? У меня? Ты?
Серьезно? Или у кого? Или у Насти? Я, короче, слушаю, я просто уборкой занимаюсь. Понятно, понятно. Михаил, спойте, пожалуйста, мою песню, она мне нравится в вашем исполнении. А, убегая от судьбы, да? Убегая от судьбы. Это уже, Сара, просто скажи «да». Напиши 2 буквы «да» или 3 «нет». И все. Да, все, 2 буковки. Вот она и песенка. Ты представляешь, как все быстро получилось? Ой-ой-ой. Убегая от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я, целуя другую, вспоминаю твои глаза. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я, целуя другую, вспоминаю твои глаза. Вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет, и заживет рана твоя. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Да. У меня дальние предки евреями были, нифига себе. Спасибо. Пожалуйста.
Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Сейчас нету такой власти, чтобы в ней не было хотя бы одного еврея. Давай веселую мою ау. Да ща, подожди. Что-то меня подрубать начинает, короче. Да. Please. Так-то. Это ж рада. Давайте ау споем. На чё? Почему нет? Если превратишь это цветочком в поле, я пчелки лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь рыбкой в море, ихтиандром я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Я тебя все равно найду. Эгегей. Я тебя все равно найду. Эгегей. Это Ляпис Трубецкой. Если станешь ты гитаре, я паре возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь ты розеткой, штепселем я в тебя войду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Я тебя все равно найду. Эгегей. Я тебя все равно найду. Эгегей. Ты ромашкая весна, ты жвачкая десна, ты переносица, я гайморит, ты Испания, я Мадрид, ты невеста, я фата, ты желудок, я еда, ты мелодия, я баян, ты Роксана, я Бабаян. Я тебя все равно найду. Эгегей. Я тебя все равно найду. Эгегей. Ой, у меня получается лучше. Все. Тем, ты говоришь, вот надо не заморачиваться на работе. Ну я ж набираю на дорогу, да сыну в дорогу денег дать. У меня ж не один Владик, ну. Такой-то ж простой, не знаю. Так что приходится работать, работать, не покладая рук, не мой ног. Вот так вот. Ёкарный бабай, сука.
Холодильник. Что, все разбежались или что? Так, что у нас? Полтора часа. Ёкарный бабай, да. Пойду я покурю, ребят. Вернусь, посмотрим, что будем дальше делать. Так, по списку будем открывать, да. Обзор. Вторую песню. Вот он. Не знаю, что за песня даже. Названия что-то нет. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь забыть никак их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. И прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты меня теперь уже не облюбуешь, и не буду я ловить косящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, где любишь, а ромашка даст тот лепесток, где нет. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда.
Антоха тут, оказывается. Хулиган. Ты ж был. Второй раз. А лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз, да? Пурум-пурум-пум. Пу. Ну, дождик на улице. А нет. Нет дождя. Сара не хочет. Сара не хочет большой любви. Размечтался. Ха-ха. Дождик. Да нету. Я думал, дождика там. Соседи сидят, ногами шуршат. Арсен Авадов, можете передать жене привет моей маме? Я не понял, Арсен. А, Арсен, ты с другого аккаунта, я так понял, зашел. Что-то я не понял. Можете передать Жене привет, что-то как-то не слишком понятно. Арсенчик, как твою маму зовут? Скажи, напиши точнее. Что ты мухи опять лёпит? Когда же дождь будет-то у нас, а ну, что же это такое? Саш, ты с маликами балуешься, что ли? 100 что-то, солнце. Женя зовут его маму. Сейчас Арсен сам напишет, Сара. Та-та-ра-та-ра-та. Давай. Да, Женя. Передаю привет Жене, матери Арсена, да. Сын у вас хороший, да, на самом деле. Без всяких там приколов. Нормальный мальчишка. Мишаня есть песня, называется «Глубинка», поет слова Антонов. У него альбом, все песни огонь, есть желание, послушай. Может, что-то и понравится. Ладно. Мечта сбывается и не сбывается, да? Любовь уходит к нам, порой не та хорошее.
не забывается, а все хорошее и есть мечта. Галек, можете сыграть еще раз? Мама ваша поклонница. Да ладно. как-то. Офигеть. Давайте уголек споем, что еще разок. Да. Уголек мой уголек на курке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире, и последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Молодчик, что еще сказать? Спасибо. Михаил ради тебя поет. Ох, фига себе. Парам-парам-пам. Пу. Антона с подпиской. 8 человек. Обалдеть. Ой. Ну, кто-то подслушивает, просто сидит, ничего не пишет. Тьфу, ёп. Думаю, что это такое? Это гриф. Да уж.
вас, ладно. Восемь, серьезно? Сара, 8 человек? А. Че, до 2 догоним, короче, и все. Мистера нету. Саши, что ли? А, который вчера обещался, да? Забабахаем. Друзей подтянем. Что пропустил? Вань, да ничего ты не пропустил. Все то же самое пою. Сейчас пойду посмотрю клипы Владимира Высоцкого. Ну как? Да, Артем, видишь как? Бывает. Ой, да ладно. А где же наша голубка? Ну, порхнула, наверное. Куда-то. Телевизор диалог. Нет, Антон, я вообще Высоцкого никогда и не слышу. Не слушал вообще. Привет, Михаил, не переживай, все будет хорошо. Я не переживаю, тетя Света. Здравствуйте вам. О чем мне переживать? Все будет хорошо, согласен. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувшей по щеке твоей, упала. Но я скажу, тебе не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу, тебе не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя. Поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорей сюда. Но я скажу, тебе не надо
Хорошо спели, молодцы. Что-то, Арсен, ты очень долго отвечал. Не знаю. Михаил, как называется эта песня? Улетали журавли на юг, наверное. Это вроде бы «Фактор 2». Ой. Хорошая песня. В смысле, а почему у меня не высветился, что человек на меня подписался? У меня оповещение пришло, что подписался на меня кто-то. А на экране не высветилось. Как так? Ёкарный бабай, а? Не, ну я так не играю. Спой «Сектор газа», Рилика. Что за Рилика? Что-то я не понял. Таня подписался на ваши. Танечка, если вы тут, спасибо за подписку огромное. А вот. Эх, как долго, нифига себе. Обалдеть. Только что, вон, первый, вот, Donations Alerts, через который мне донаты приходят, вся вот эта вот вся лабудень, это все настроено через Donations, ну не в этом дело. И вот у них вот появилось, что подписка, можно, вот, наконец-то они до этого додумались. Лирика, Игромайн, здравствуйте, во-первых, да. Блин, я же хотел все списать эту лирику, блин. Владик, радость-то какая, что подписался, что ли, кто-то? Да я вообще сейчас, блин, прыгать буду, ура, Танюшка подписалась, спасибо за подписочку. Не, ну а чё, почему и нет? Я чё я сделал-то? Ёкарный баба. Она пишет комментарии, а не видит, что у меня прямой эфир. Ну как такое может быть, а? Ой, блин. Лимба Ваня подписался, Ваня, сейчас, значит, и Ваня высветится. Маме понравилось, как спели, у меня лагает интернет. Я понял, Арсенчик, я понял. Блин, хоть что-нибудь спой. И, кстати, ты откуда? Для тех, кто не знает, меня зовут Михаил, мне 37 лет, Саратовская область, Дергачевский район, Российская Федерация, планета Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, третья планета от Солнца. Блин, хоть что-нибудь спой. А, во, кстати, с «Сектора газа». Сейчас я спою, не разбегайтесь. Не разбегайтесь. Попёрло. Да ну брось, Саш, это почему-то, я не знаю. Почему-то как-то вот так, да.
поперло. Да прям поперло. Может, это арсеновские друзья ко мне приходят, а? Вы не от Арсена? Сейчас поем. Не вопрос вообще. О, ща будет. Да, конечно, будет. Ну. Естественно. Сейчас будет. По-любому. Тихо, тихо, тихо. В смысле, Сара, ты только сейчас подписалась на меня? Ты серьезно? Офигеть. Да. Вот это ничего себе. Ты сидишь уже, я не знаю, у меня на месяц, и ты только что... Твой звонок раздался ночью, я услышал в трубке голос твой, а ведь я его так ждал. Ты о встрече, ты о ссоре позабыла. Да, да, я это знал. Одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Да, Саша, да, спасибо. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Твоя ночь пугает тьмою, темный лес передо мною. Да, я и об этом знал. Дико воют волки где-то, надо мне пройти все это. Ад на земле настал. И пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Темный лес ужасен ночью, но к тебе дойду я точно, знай, мне наплевать на все. Я пройду через туманы, твой язык затянет раны, больше мне не надо ничего. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Пусть одежду ветер рвет, ураган
губах. Санька, спасибо. Спасибо, мы тебя вспоминали с Артем прям буквально 10 минут назад. Вот. Ну что, понравилось, ребята? Ставьте пальцы вверх, кто не подписан. Подписывайтесь на канал. Что-то не высвечивается, короче, что-то. Онлайн больше. Ну, походу, да. Я ж не вижу, Саш, я же через это сижу. Через ОБС. Я же тебе объяснял, если я сейчас зайду, короче, на свою страницу на Ютубе через комп, у меня все зависит. Да. Онлайн больше радует. Спасибо тебе, Саша, спасибо. Спасибо огромное. Так что, ребят, да, потихонечку поем. Днем я работаю, вечером я веду стримы. 10-12 человек. А для чего вы путешествуете? Что-то, не знаю. Чё же я хотел кому-то сказать? Я пел и читал онлайн. Амурч, привет. Где жена у меня? Писал Арсен. Нет у меня жены. Ну вот, мы разбежались. Да. Один я. Когда лысни волосок. Вот. 10-12 человек онлайн. Самое максимальное у меня было, Саш, помнишь, когда ты, в принципе, пришел на мой канал, сколько вас там тогда было народу? Я там за 2-3 минуты 40 лайков мне накидали, ребят. Дядя Слава когда был там. Я вчера спам твоего канала делал. Ну смотри, на меня, в принципе, не... Или подписывались. Я не знаю, Саш. Ну, в любом случае, спасибо, конечно. Спасибо. Огромное, да. Человек сказал, человек сделал, что поможет. Ну, как мог, так и помог. Да, я рад любой хорошей помощи, любой. Подписались. Да. Вот сейчас прям подписал. Что-то эта ссылка, что-то она, короче, donations, надо полазить там, подписчик. Надо настроить, короче, эту подписку, потому что она что-то... Вот, Лимба, что-то нифига, Ваня не высветился, да? Сара, ты высветилась или не высветилась, что ты подписал? Что-то я не понял вообще ничего. Может быть, затормозила, может быть, сейчас. Под конец стрима начну, да, вот эти вот подписчики вылазить. На какой комп копишь? Да на какой-нибудь, понимаешь? 1050. Ой, прям больная тема. Да я вот сейчас сын уедет, я обновлю шкалу, потому что, ну, считай, там, ну, вот 20 там, тысяч надоначено, а по сути их там уже и нет. Да. Да, заработаю, я надеюсь. Заработаю. Все равно. Компьютер по-любому нужен. Да. Вот, Саня, у меня к тебе вопрос, который мистер. Почему срезают минуты? У меня каждый день по 1000 с лишним срезают минут. Вот, понятно, удачи с развитием канала. Спасибо, что зашли. Вот. Я так понял, не подписались. Ну, все равно спасибо, что забежали. Как Модера получить? Мистер, ну ты посиди немножко. Вот, хотя бы с месяцок. Там посмотрим. Сейчас у меня модераторов хватает. Что такое, не понял. Опять. Лимба 3 тройки. Странно. В смысле, что странного? Не, я подписался. Ну не высветил. YouTube же мутит. Что-то я не понимаю. Вот я у Саши спрашиваю, который мистер, почему? Как такое возможно, что каждый день YouTube срезает у меня там минимум по 1000 подписчиков? По 1000 минут просмотра. Ну как вот эти просмотры, которые 240 тысяч, которые надо набрать, помимо 1000 подписчиков. Не знаю. Это я не знаю.
Мне неделю назад было 40 с лишним тысяч минут. Это мало, конечно. Сегодня я зашел в творческую студию. 33. 7 тысяч минут просто списались куда-то. В никуда. Хотя стримы каждый день. Песни каждый день. Надо на ютубе будет забить, короче, эту тему. Значит, Сара, ты не высветилась, да? Ну, я сейчас после стрима зайду в Donations Alerts, посмотрю там, что, может быть, если нет, то Streamlabs опять поставлю. Когда следующий стрим? Стрим каждый вечер, ребят. В 7 часов, максимум в 8 вечера по Москве. Вот. А днем я песенку скидываю. Это слова Михаила. Сара, ну смотри, ну вот смотри. Ну, блин. Я же не заставляю тут никого сидеть. Во-вторых, тут видишь, чат-то идет потихонечку. Залетных таких нехороших почти нет. Почти. Вот, так что, ну сейчас что мы, я надаю вам модераторок. И что мы будем, кто-нибудь скажет, что, ёпта, у него там одни модераторы, нехрен делать. Да в смысле, Лимба? Чё такое? Чё происходит? Он уже 4 раза на меня подписался. Ваня. Лимба 3 тройки. Да вроде не сплю. Как такое возможно? Что я? Ты 4 раза на меня подписался, что ли? Ты определись. Ладно, ребятки, пойду я покурю. Сар, я не знаю, ты не высветилась. А кто высветился? А, Татьяна какая-то высветилась, да. И все. Как это? Наверное, Streamlabs надо опять ставить ссылочку. Старую, которая была. Ну что, ну я по Donation не полазю сегодня вечером. Так, ладно, пойду курну, ребята. И дальше посмотрим, что мы будем делать. Определенный с детства, да. Так, источник. Это 2, значит, вот это так. Нет, вот это был 3. Открыть. Катюшу включай. Катюша. Не знаю, посмотрим. Так. 14,7 минут у меня миг. Что-то я не понял. В смысле? Вань, слушай, как ты это делаешь, а? Спасибо за подписку, Вань, тебе еще раз. 5. Как? Как ты это делаешь? Завтра, ребят, кстати, у меня 7 лет каналу. Приходите все, да. Да я не ухожу еще, нет. Ты что, со всех своих каких-то там аккаунтов подписываешься? Молодец, если это правда. Красавчик, спасибо огромное. Так, короче, 14 700 минут у меня. 7 лет, 7 лет, Стас. 14 700 минут у тебя. Короче, сейчас я приду, подождите. Офигеть.
Чего вам не нравится? Нормально она поет, но... Вот, блин. Удалим, говорит, чтобы я уж все увидел. Сарочка, увидел. Ванечка, спасибо за подписочку. И еще 2 раза. Как ты это делаешь? Я не понимаю. Тезка, как она жизнь? Матушке большой привет передавай. Спасибо, тезка, Мишанька. Здорово тебе. Как она жизнь? Да нормально, потихоньку все. Да. Кто там поет еще? Где поет? Катя поет. Нормуль. Да знаю, что нормуль. Да, Вань, спасибо тебе за 8 раз за подписку. Фантастика какая-то, я не понял. Может, что-то глючит. YouTube вообще, может, что с ним, либо как это, я не понимаю. Обалдеть. Как это 8 раз? Не знаю, как-то 8 раз. Сейчас не удивлюсь, если еще раз придет 9-й раз. Ну, что-то глюк, походу. Чего-то как-то глюк. Вот. Потому что... Давай 10. Надо округлить, значит. Надо округлить, значит, да, что-то непонятная фигня какая-то. Казалось навечно в моей душе поселилась весна. Казалось, не будет в моем сердце холодит зима. Я верю, не коснуться моего сердца печаль и тоска. Но ты уходишь, я знаю навсегда. Я тебя и век не забуду. Я не отпущу тебя никогда. Если я с тобою не буду, то не буду счастлив я никогда. Я тебя и век не забуду. Я не отпущу тебя никогда. Если я с тобою не буду, то не буду счастлив я никогда. То не буду счастлив я никогда. В мире огромном я так одинок без тебя. В небе солнце тускло светит, мне без тебя. Ты мое счастье, ты моя радость, ты жизнь моя. Не покидай меня никогда. Я тебя и век не забуду. Я не отпущу тебя никогда. Если я с тобою не буду, то не буду счастлив я никогда. Я тебя и век не забуду. Я не отпущу тебя никогда. Если я с тобою не буду, то не буду счастлив я никогда. То не буду счастлив я никогда. Круглил? Ну, я понял, ты, наверное, колокольчик у тебя стоит, а ты просто отписываешься, потом опять подписываешься. Ну, не может такого быть, чтобы у тебя было 10 аккаунтов одинаковых. Как такое возможно? Такого быть не может, ну. Ой.
Лимба, хватит баловаться. Да я тоже так думаю, что он просто колокольчик у него. Он не отключает его, а отписывается, потом подписывается. Вот и все. Все банально. Потому что у меня же не пишет, что... У меня пишет, что он подписался на мои видео. У меня не пишет там, как обычно, что пользователь такой-то, сколько у него там подписчиков, сколько у него видео. У меня один раз только так было написано в самом начале. А потом просто пользователь такой-то подписался на ваше видео. Все. Вот почему у меня подписчики, вот тут только Таня какая-то высветилась и все. Больше никто не высветился. Сарочка-то тоже не высветилась. Что-то непонятно. Что, все на гитаре не играете? Да я только сейчас песню спел. «Я тебя и век не забуду» называется. Да спать надо уже. Ну, поесть надо и полазить еще немножко в интернете, на ютубе там кое-что посмотреть. Вот на работу, короче. Если бы не на работу, можно было бы днем начать стрим и вот в такое время закончить. Закругляемся. Знаете, что посмотрите? Что, Арсен? Да, щитя жду. Главное, всем хорошего вечера, всем всего хорошего. Спасибо всем. Крутые вещи с Алиэкспресс. Зачем они мне нужны, Арсен? Всем бобра в мир, в дом, спокойной ночи, до завтра. Да. И пока. Пока. Стой, стойте. Или стой. Песню «Мельница». Поставьте. Да, ребят, спасибо, что были со мной. Сейчас поставим, что, «Мельницу». Да и хорош на сегодня все. Что-то я сегодня устал. Не знаю почему. Так. Обзор. Диана. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки.
тот день, что мы не пара, блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара, а я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова, но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все переменится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Эржан, здорово, Эржан. Что-то поздно ты, поздно. Да. Я все уже заканчиваю стрим. Приходите завтра вечером, да. Ладно, пойду я тоже потихоньку баньки делать. Да, Сарочка, спасибо, что со мной. Спасибо всем, что со мной, да. Михаил, приятного аппетита. Спасибо, Арсен, спасибо. Здорово, Михаил. Здорово, Ержан, здорово. Давненько тебя не было. Спасибо вам за вечер. Да, мне-то что? Вам спасибо, что сидите, смотрите меня. Пум-пум-пум-пум-пум. Пу. Сразу обнял, поднял, заплакал. От души душевно, душа для душевно, от души душой по душе, да? Что так рано? Да спать я хочу, Вань. Я хочу спать. Обязательно на работу опять. Вот. На 11 час. Я тоже пошел до завтра. Давай, Тём, давай. Да сейчас добью, 2 минутки осталось, 2:30, чтобы было. Сейчас еще наберу на ютубе, почему минуты срезают, как такое возможно. Не 2-3 минуты, а по 1000. Охренеть. У вас красивая мама. Спасибо, Арсен, спасибо. А где, сын, где смотрит доту? Ну, чемпионат сейчас идет мира по доте. Ты что, не знаешь? Официальный канал Дота. 92 миллиона подписчиков, что ли. В Ютубе, да, на Ютубе он смотрит. Или в Твиче, не знаю, короче.
Нави просрал. Ну-ка. Так китайцы выиграют опять всех. Как обычно, или какие-нибудь вьетнамцы, не знаю. Они там вообще сутками там сидят эти в компьютере. Вы крутой и добрый человек. Спасибо, Арсен, спасибо. Какой крутой ты чего? У меня даже компьютера нет. Какой крутой. Крутой. Всем китайцы правят. Не знаю. Жаль, что Туркмены не участвуют. Ладно, ребята, все. 2:30, давайте, до завтра. Днем песенка, вечером стрим. Ну, все как обычно. Спасибо всем, что были со мной. Да. Спасибо, что смотрите меня. Все еще впереди, все будет еще круче, лучше. Вот. Пока. Пока. Андрюшка, привет и пока. Все, я спать. Может, в зелку еще зайду, не знаю. Вы лучшие, приятного аппетита. Спасибо, Арсений. Да, давай там своих друзей подтягивай. Ссылкой делись. Делись, не надо никому ничего говорить, просто делись ссылкой. Всем удачи, всем пока, ребята.